Так, ну что, Швейцария, гудбай, как бы это грустно, печально не звучало, да, но Швейцария потихоньку закрывается для украинцев, то есть туда попасть уже практически нереально раз, то есть получить статус С теперь смогут те ребята, кто живет либо на оккупированных территориях, либо в областях, где ведутся боевые действия. Сейчас все это мы рассмотрим, это такой очень интересный прецедент, да, потому что это все происходит летом, то есть это в июне приняли 24 года, да, то есть это реалии, так что украинцев уже ждут не везде с распростертыми, да, объятиями, дверями и так далее. Пока мы не начали, попрошу каждого подписаться на канал, поставить лайк, оставить, конечно же, комментарий. И еще хочу посоветовать вам прекрасный сервис, про который я снял большой ролик, да, то есть подробный ролик. Это про сервис Mobrach, ребята, это платные опросы, где вы сможете зарабатывать деньги. Видите мой счет, пожалуйста, вот это вот заработано было за неделю, 21 евро всего лишь. То есть если вы регистрируетесь по моей ссылке, которая здесь будет в описании внизу, вот здесь будет вверху, просто переходите, вводите свой email, номер телефона и все. В этом видео я подробно рассказал, как что вообще делается. То есть вам просто предлагается опрос, и вы его проходите и получаете денежку, реальную денежку, понимаете? То есть это платные опросы. Вот это вот, знаете, в интернете это самый легкий, самый честный, самый настоящий проверенный способ для заработка. То есть вы сможете зарабатывать по правде, по реальности, понимаете? И переходя по моей ссылке, вам будет предлагаться повышенный коэффициент, и плюс вам будет предлагаться больше опросов, да, чем если вы зарегистрируетесь просто так, не переходя по моей ссылке, потому что я сотрудничаю с этим уже, ну, с этим сервисом, да, больше 3 лет, то есть я уже привел сюда большое количество людей. Я сам работаю, прохожу опросы, то есть потому что тут реально платят, и вы реально можете заработать какие-то минимальные деньги, сидя дома, да, либо если у вас много свободного времени, то есть в прямом смысле такой фриланс настоящий, с чего-то нужно начинать. И вот, как по мне, сервис Mobrach это отличный старт по заработку в интернете. Сенат Швеции проголосовал, да, большинством за то, чтобы теперь украинских беженцев первые принимали только из оккупированной территории, то есть из тех областей, которые уже оккупированы, да, и люди бегут, да, с тех областей, и теперь Швейцария их может принять. Смотрите, второе, да, это из тех областей, в которых сейчас самые, ну, полномасштабные, да, боевые действия, то есть где проходит реальная боестолкновения, то есть это там Луганская, Донецкая, да, Харьковская, там Запорожская, там Херсонская, и понятно, что с Крыма, да, принимают. То есть эти областя не обсуждаются, то есть с них будут принимать, как и принимали со всех остальных территорий Украины, да, как я понимаю, будет отказ, потому что Сенат Швейцарии, да, и вообще Швейцария теперь считает, что если человек живет не в тех областях, где происходят боевые действия, то там более-менее, да, как говорится, ну, стабильно, более-менее тихо, то есть если что-то и прилетает, то типа это, ну, оно прилетает не так часто, как в тех областях, где реально просто мясорубка, да. Сейчас, например, моя жена из Торецка, да, то есть и там просто в ноль. Вообще она не из Торецка, а с поселка Нью-Йорк. Его просто сносят в ноль, если что. Вот, понятное дело, что таких людей, которым возвращаться некуда, да, то таких людей будут принимать. А тех, кто живет там в других безопасных областях, в прямом смысле, что там, вероятно, тебя машина собьет, да, чем попадет в тебя ракета, то есть, или еще что-то, связанное с войной, я имею в виду, то есть, ты умрешь просто от обычной бытовой какой-то проблемы, то есть, намного там меньше, да, то есть, и там можно полноценно жить. Второй момент – Швейцария не входит в Евросоюз, да, и она тоже такая задает тренды. Она там одна из первых сделала налог на автомобиль, потом сказала, что если автомобиль там стоит какое-то определенное количество денег, чтобы украинцы их продавали, либо увозили их из страны, то есть там в прямом смысле очень такие серьезные законы принимает Швейцария, да, и она такие тренды задает. То есть все понятно, что 24 год, мы сейчас снимаем это летом, да, то есть и тренды говорят о том, что потихоньку все снижается. Приняли они это 12 июня, то есть большинством, 23 проголосовало за, 19 против. Не полным большинством, понятное дело, но вы сами знаете, даже одного голоса хватает, чтобы принять тот или иной закон. И вот
так вот работает демократия. Никто тут не выступал, ничего не происходило, все спокойно. Следующий момент это то, что даже указано о том, что будут забирать, вы понимаете, уже забирать даже тем, которым дали в Швейцарии, да, защиту, а это почти 65 тысяч украинцев, то есть 65 тысяч украинцев, вот 64 тысячи и 300, да, то есть украинцев находится в Швейцарии. Сказано, что если люди, они сами, да, по прописке находятся, например, там в Киевской области, там, не знаю, Сумской, Житомирской, Львовской, да, и у них есть свое жилье, то им будут как бы у них забирать этот статус S, то есть статус временной, да, защиты, и просто отправлять домой, потому что по понятию, да, и пониманию Швейцарии у вас там безопасно, у вас есть жилье, то есть вы, в принципе, если уедете к себе туда на родину, к себе в город, да, к себе в область, у вас там будет, ну, безопасно, то есть ничем не хуже, чем в Швейцарии, потому что, как уже гласила, да, статистика о том, что э, любого человека быстрее собьет в Украине машина, да, или балкон упадет на голову, то есть, ну, такие вот обычные бытовые какие-то, да, смерти, или либо ты можешь просто подскользнуться, упасть и темечком о пол, да, и все, и так далее, вы поняли, о чем я говорю, да, либо утонуть в ставке, чем к тебе домой, либо на улице к тебе, когда ты будешь идти по этой улице, прилетит к тебе ракета, по тебе ракета, да, в прямом смысле. И вот Швейцария, да, это и утверждает, то есть, ну, Сенат это и сказал, как бы, да, продемонстрировал то, что все-таки на большей части территории Украины люди живут спокойно, нормально и жить там можно. А у тех людей, у которых реально боевые действия, оккупированной территории, нет жилья, то есть это понятно. Этим людям я тоже считаю, в первую очередь, не в обиду никому, но у этих людей в первую очередь нету ничего. То есть и там реально трэш, там летят не один снаряд или пару ракет там, да, в неделю даже, понимаете, какие-то там вот эти вот Искандеры там и так далее, Ониксы там и так далее. А там, понимаете, артиллерия работает. Что такое артиллерия? Это каждые 30 секунд, каждые 20 залп, 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 понимаете, там жесть, там ужас, там мрак, там ад. А там, ну, в остальной части, там более-менее спокойно. Ясное дело, гарантировать никто ничего не может. И пока идет война, спокойствие не может быть на всей территории страны. Но все-таки безопасность, более-менее люди живут и в той же Одессе, и клубы, и рестораны, и кафе, и пивнухи, и даже, как его, отели, пляжи, все открыто. Ну вот смотрите, европеец заходит так вот в Инстаграм, просто вводит Одесса, да, ключевое слово по хэштегу, и видит просто там вечеринки, клубы, все, бикини, клубы, ребята пьют пиво, кушают ребрышки, шашлычки, все, природа. Ну вот как ему, если он это увидит, как это, где война? Где война, вопрос, например, в Одессе, в Одесской области, да, вот просто где там война? Я смотрю на некоторых там знакомых, которые туда переехали, но они живут намного ярче, круче, позитивнее, у них настрой и настроение, чем у меня здесь в безопасности, в Ирландии, понимаете, да, если я нахожусь. То есть бывает такое вот, складывается впечатление, что, ну, реально, ну, нет войны. Вот просто нет войны, люди живут своей жизнью, все прекрасно, beautiful, beautiful life, beautiful, понимаете, вот так вот просто, чук-чук-чук, машины, квартиры, ремонты, женибы, туда-сюда, праздники, юбилеи. Ну, я к этому веду, что вот человек смотрит, да, они же тоже не дураки, они все это анализируют тоже, там есть специальные органы, которые все это смотрят, организовывают, просматривают, то есть все это есть. И когда любой, да, из Сената Швейцарии посмотрел, думает, ну нифига себе, они реально там круче, чем мы живут. У них там реально позитив, нормально все. То есть вот такой вот образ, конечно, он уже создан, и этот не то, что образ виртуально создан, так это и есть. В тех областях люди страдают, в других областях люди реально, ну, просто живут, как и жили, в принципе. На эту тревогу, которая там жужжит, никто не реагирует. Просто я смотрю там, даже ТикТок, да, вот это онлайн-трансляция, просто у всех там звенит эта тревога. Все как сидели в квартирах, так и сидят, понимаете. Никто никуда не уходит, не убегает, никакие там вообще
как говорится, ну, подвалы, либо бомбоубежища. Никто. Ну и напоследок, давайте все-таки я прочитаю, да, что они приняли, да, вот по поводу тех людей, которые живут в безопасной, да, на части безопасной территории Украины. Согласно проголосованной поправке, статус защиты С будет предоставляться только украинским беженцам из регионов, которые полностью или частично оккупированы Россией или где происходят интенсивные боевые действия. Кроме того, федеральное правительство должно отозвать этот статус у тех украинцев, чье последнее место жительства, даже так, было в регионах под контролем Украины, где не ведутся боевые действия. То есть даже получается так, что если, например, я с Донецкой области переехал в какую-то, да, в Днепропетровскую, например, область и купил там, получается, себе квартиру, да, то есть все, я уже, получается, уже, ну, не дончанин, да, а я уже, ну, прописан в Днепропетровской области. И все, я уже в безопасности. То есть, по факту, мне уже раз не выдадут этот статус, а два, если даже я нахожусь на территории, да, Швейцарии, то у меня его просто отнимут и покажут мне культурно, очень позитивно, ручкой на дверь, да, на шлагбаум, на то, чтобы я пересек границу и шел с Богом дальше, либо в Евросоюз, да, либо возвращался в Украину. То есть вот так вот. Понятное дело, никто никого не будет депортировать там в Украину, там, либо как-то это. То есть просто будут забирать все льготы, забирать там все, что полагается беженцам, да, а без этих всех плюшек, без денег, то есть в такой дорогущей стране выжить просто нереально. Страна, кстати, 8 миллионов населения, да, в Евросоюз она не входит, а в Шенген, если не ошибаюсь, входит, да, что-то такое. То есть она просто солидарна с Евросоюзом, и, в принципе, она приняла такие же законы, да, то есть о временной защите, как и от Евросоюз. То есть она очень сильно переплетена, ну, входить пока в Евросоюз она не хочет, и видно, ну, уже она и не вступит, потому что Евросоюз сейчас, он и так очень шатает его, да, он такой весь кривой, косой, и я думаю, расширение Евросоюза в ближайшее время нас не ждет никого, так что то, что они говорят, что примут Украину, это все бла-бла-бла-бла. Турцию уже сколько, 40 или сколько лет принимают. Так что никаких вообще ожиданий того, что в ближайшие годы, а возможно десятилетия, куда-то мы там войдем, мы можем только вступить это в гамно, либо в партию, как говорится, да, все, я думаю, так это и будет. Так что всех, кто находится в Швейцарии, добра вам, позитива. Попрошу каждого, если вам понравилась эта новость, поставить лайк, либо дизлайк. Напишите ваше мнение, как вы считаете, правильно ли так поступает Швейцария, да, либо нет. И в какой стране вы сейчас находитесь, либо вы находитесь в Украине, не собираетесь никуда уезжать, свое строить будущее будете не в Европе, либо там в Америке, да, а собираетесь остаться в Украине и считаете, что там сейчас безопасно и можно строить какое-то будущее для себя, своих детей, да, то есть как-то так. Надеюсь, что эта информация была для кого-то полезна. Еще раз, всем мирного неба, добра, позитива, всегда на связи.